Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И мы выполним наш Таро-расклад на двух колодах. Это колода романтического Таро. Она состоит только из старших арканов, и мы узнаем, что же по судьбе. И в дальнейшем развернем события. 78 дверей у нас будет колода, это метафорические карты. И с учетом того, что вы очень интуитивные люди, вглядитесь в образы карт, они как раз показывают какую-то ситуацию, которую каждый из нас по этой метафоре будет воспринимать по-своему. У каждого своя какая-то будет аллегория. Я надеюсь, какой-то пазл либо вы сложите, либо какая-то, ситуация возможная с учетом ваших интуитивных предположений или нашего шестого чувства, подсказок. Как раз вы соедините, может быть, воедино внешние обстоятельства и то, что вы хотите наперед совершить. Открыты будут перед нами двери или закрыты? Ключевой вопрос идет ведь именно такой. Найдем мы ключ или нам он вообще не понадобится? Итак, что по судьбе? Как видят карты, это у нас ля джустиция и правосудие или какие-то вопросы, которые могут быть связаны буквально с оформлением документов или у кого-то вопросы в суде. И это кульминационный может быть момент, когда какая-то тема, как обустроить тот или иной вопрос, решить, согласовать, подписать, поставить печати или решить ту какую-то мою застарелую проблему по закону, так вот тоже может вполне проиграться. Но что мне по судьбе? По судьбе быть честным самим собой, не делать чего-то такого, когда мы себя ставим под удар перед законом, мои дорогие. Поэтому на какие-то двойственные или мутные сделки, предложения мы уж точно не идем, и видеть реальность таковой, какая она есть. И повторюсь, наше чувство внутренней справедливости не должно идти в противоречие с какими-то внешними обстоятельствами или тому, что принято в обществе или какой-то иерархии. Нам придется это признать. И если мы говорим про иерархию, мы не прыгаем через головы начальников или через головы, так иносказательно. Если есть какие-то ступени, которые мы тоже должны пройти, подписывая бумагу какую-то, значит, принимаем это дело спокойно, где-то без эмоций вообще, и значит, нам придется это сделать, если уж таков порядок. Мы это не изменяем. И по этой карте еще ведь идет такой элемент, как уважение. Уважение к закону, к нашим собственным проектам, к нашим собственным планам. Повторюсь, мы не ставим себя под удар. Какой-то наша задумка, назовите это так, или у каждого какая-то своя наперед программа есть, правда? Мы уважаем, мы не должны нарушить как ход небесных фишек, так и наша цель, она тоже должна быть достигнута. Приведены какие-то планы наши в исполнение. Наверное, подчинение больше логике, здравому смыслу и хладнокровие, безусловно, идет по этой карте. И даже если что-то, посмотрите, насколько изображен нам человек, который, так несколько озадачен. Он думал, что как-то будет по-другому, но в данном случае закон, видимо, или обстоятельства работают таким образом, что мы на что-то не влияем. Мы вынуждены что-то признать, принять вот такой данностью, какая она есть. Чего-то мы не изменим. И значит, наша задача тогда будет сохранить самих себя. Давайте раскроем ситуацию. Тут может быть абсолютно разное. У кого-то, может быть, придется обратиться к юристам, к нотариусам каким-то, да, или адвокатам, согласовывать, подписывать просто буквально документы, оформлять что-то. А для кого-то это может проиграться, что есть дело, которое на повестке дня уже стоит не один, может быть, месяц или а то и год, и так тоже бывает. И здесь где-то мы можем быть раздосадованы, правда. Но какие же двери перед нами открыты и что у нас завершается, давайте узнаем на колоде 78 дверей. Что войдет в мою жизнь или каковы эти двери, которые передо мной откроются? А что завершится или какие двери закроются? Может, что-то окончательно уже уйдет от нас? Узнаем.
И мы разобьем месяц условно на 3 части, на 3 декады. Это будет первая десятидневка. Узнаем энергии. Вторая декада. И третья, как видят карты. И традиционно по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергии посмотрим. Что будет по финансам? И личная жизнь. Итак, что войдет в мою жизнь? Вообще у вас достаточно сильная позиция, хотя нам могут, как раз карта может говорить, что мы будем как раз таки контактировать с людьми, наделенными властью, и в значении юстиция может совпасть как высокие инстанции, как суды, как лица, которые наделены властью, и еще и какими-то обязательствами, может быть, да, обязательствами в каком плане? Следовать закону, все же император, он поступает и действует по закону. Но надо сказать, что этот закон придумал он сам где-то отчасти. И поэтому так или иначе вы на что-то будете влиять, мои дорогие. Но по императору мы вообще-то все держим под контролем и не подвергаем себя риску. Император должен просчитать на пару шагов вперед, чтобы с чем-то не ошибиться, словно не оступиться, сохранить как свое положение, так и свое благосостояние, буквально финансовые какие-то вопросы. И нужно сказать, что планетарные события, явления будут таковы, что Венера будет в ретроградном движении с 23 июля, и есть риск потратить туда, куда не надо, буквально, а потом будем сожалеть о том, что деньги ушли, и мы либо попали в какую-то ситуацию, когда еще больше зависимости будет, либо мы останемся без денег. Поэтому вот такого быть не должно. Наша задача — контролировать ситуацию от начала до конца, правильно взаимодействовать с иерархией, признавая, что она есть, не пытаться кому-то что-то доказать. Две карты, которые говорят как и о законности, и в то же время перед нами ведь нет закрытых дверей, перед нами какие-то возможности новые открываются. И значит, важно будет, если, правда, у кого-то проигрывается решение какое-то суда, кто знает, может быть, нам карта говорит, что нужно идти вперед, даже при всем при том, что мы с чем-то можем быть не согласны, или какая-то обстановка вот решилась не таким образом, как мы предполагали. Но есть какая-то конечная цель, или вообще цель какая-то есть. И значит, мы ее должны достичь каким-то другим, может быть, путем, который тоже не противоречит закону. Что же у нас завершится? Правда, есть какое-то завершение, когда мы радуемся. И, видимо, какие-то позиции мы должны сохранять. Вот то, что на данный момент есть. У кого-то из вас вопросы с личной жизнью могут всплыть буквально на первое место. Может быть, личная жизнь или вопросы, которые у кого-то, ну, как разбирательство в суде проходят. Или, наоборот, все же нам тут десятка больше со знаком плюс. Все-таки это десятка кубков, это карта радости, счастья, исполнение мечты нашей. Или что что-то получается у нас. Но это в стадии завершения. И значит, правда, нет закрытых дверей, или тут врата нам вообще показаны, как будто храм, и двое выходят из него, но это именно уже выход. Какая-то есть ситуация, которая завершается, и перед нами совершенно новые перспективы. И мы должны увидеть или понять, как действовать дальше. Больше, наверное, с позиции интуиции и, повторюсь, не нарушение каких-либо законов. Может проиграться, что ну вот какое-то дело, если оно даже продвигалось каким-то образом, не совсем для нас плюс, но мы тоже на это не могли повлиять, и мы приходим к какому-то итогу, и мы должны его воспринимать как данность. Но в то же время эта карта может проигрываться как переезд куда-то, отъезд, может быть. Когда я смотрю с большим оптимизмом вперед, какая-то длительная, может быть, история, которая тянулась, или дело, которым вы занимались, правда, вы получите результат, который так или иначе вас должен обрадовать. С чем-то как будто нам повезет. И это будет не сама по себе какая-то призрачная удача, а нам говорят по приложенным нашим усилиям. Для кого-то это проиграется, может быть, и правда свадьба. И я должна сказать, что если меня смотрят люди, у которых сейчас отношения, может быть, знаете, как дружба какая-то, да, вполне вероятно,
она может перейти в совершенно иное качество. И обратите внимание, двое выходят из дверей, и как будто им рукоплещет толпа, их все поздравляют. И даже если меня смотрят сейчас люди разного возраста, вот об этом как раз говорит карта. Уделить внимание, может быть, своей личной жизни, есть смысл, или не быть одному или одной, мои дорогие. Вот, видимо, какое-то наше партнерство, как минимум, а у кого-то это по личной жизни партнерство, будет проигрываться в июле месяце особенно остро, потому что какая-то поддержка больше идет по этой карте. Нам изображены люди зрелые, и жених у нас не в смокинге в черном, а в синем костюме, и невеста у нас не в белом платье, а в таком золотистом. Нам показаны люди, пара, которые уже имеют какой-то опыт, и не обязательно, нам карта не говорит, что он был все время положительный, может быть и был какой-то отрицательный, но теперь для нас шагнуть вперед будет наша задача. И перед нами как будто десятка кубков открывается. Тут нет какого-то, если завершение может быть, значит больше со знаком плюс. И перед нами новые возможности. И значит, если у кого-то вопросы в суде, мои дорогие, то тут надо принять какую-то реальность и больше доверять самому себе, может быть, в чем-то не повторять прежних ошибок, но есть какие-то новые варианты либо решения вашего вопроса, либо достижения вашей цели. И повторюсь, важно быть вдвоем с кем-то, когда двое – это уже сила. Личная жизнь все же для вас или какие-то партнерские отношения будут иметь большое значение в июле месяце. Давайте мы узнаем, что у нас в первую декаду. Пятерка пентаклей. Нам показан человек, который ожидает приема врача. И дверь открыта, нет какой-то закрытой двери. Она, по сути дела, будет открыта, но в определенный момент. Так вот мы можем что-то ожидать, как будто назначенного часа, срока. И у кого-то из вас это может означать как какой-то переезд. Или у кого-то из вас решение вопросов по медицинским каким-то показаниям тоже может быть назначено какое-то обследование. И вы можете где-то разные мысли в голове гонять, да? Но нам как будто карта говорит, все равно мы делаем что-то, поступаем себе во благо. Не ускоряемся, наверное, в этот период в целом, я бы сказала, чтобы себе в чем-то не навредить, чтобы куда-то не поторопиться. И словно двери перед нами откроются сами. Идеальное время для того, чтобы заняться своим здоровьем, своим внешним видом, своим, ну, наверное, состоянием души. Может быть, почему нет? Это и состояние бодрости, и настроением. Да просто, мои дорогие рыбы и рыбки, может быть, вот первую декаду отдохнуть, восстановить вот этот эмоционально и физиологический баланс, гомеостаз какой-то для дальнейших совершений. Спокойная первая декада месяца. Но, может быть, все-таки у нас пятерка идет пентаклей, может быть, ожидание денег. Или ожидание того, что вот-вот что-то решится. Ожидание документа какого-то. Или подписания, или решения. Вторая декада. Карта победы. Любая 6 – это всегда победа. Это шестерка мечей. Для кого-то это смена работы, переход в IT-сферу. Буквально. По этой карте все-таки у нас молодой человек работает за компьютером. И он предполагает, что есть какая-то объективная реальность, есть и виртуальная реальность, и он может пытаться совместить одно и второе. И он может столкнуться с разными людьми на своем пути. Две маски, которые висят на стене, и карты как раз говорят о том, что он готов, как и разными людьми, взаимодействовать, может быть, в своей жизни, так и буквально куда-то далеко планирует отъезд или переезд, или вообще это мир проходит. Все же у нас мечи, и интернет, мы говорим, пространство, вселенная, эфир, и поэтому мы можем контактировать со всем миром, буквально через интернет посредством каких-то, как и мессенджеров, так и вы, может быть, занимаетесь работой, имеете свой сайт или вы имеете бизнес онлайн какой-то, и значит будет много работы, и нам как будто карта уже обещает успех. Для кого-то это может быть, повторюсь, связано с релокацией офиса, как будто есть работа, но есть еще и переезд, а у кого-то может быть учеба и тоже переезд. Но это всегда новые перспективы, как будто мы должны шагнуть вот в эту
реальность, как словно виртуальную, которая на сегодняшний день еще только планируемая. И нас все равно ждет успех. По этой карте мы можем сами искать какую-то информацию отчасти. Или посредством интернет, может быть, примерять какую-то, планировать новую реальность, если мы задумали переезд, и что-то себе уже обустраивать наперед. Чего бы здесь ни касалось, вообще профессионал нам отчасти показан, который не боится что-то начать с нуля, может быть, или какой-то проект, как будто мы начинаем, может быть, чувствуя себя недостаточно уверенно, но мы найдем как и нужную информацию, так и мы совершим то, что мы задумали. Мы как будто готовы к любым поворотам судьбы, и отчасти карта мужества. И если мы просто шагнули за порог своего дома или вышли из своего какого-то пространства, нам все равно карта обещает, что проект наш вполне удастся и будет успешен. И уже где-то с середины июля для вас словно лед тронулся, мои дорогие. Но где-то мы с собой не рискуем, мы будем примерять на себя буквально вход, стоит войти или нет. Паш мечей, мы должны разузнать какую-то тайну. И есть дверь открытая, но в нее как будто не зайдешь. Или, может быть, мы и можем зайти. На карте показан молодой человек, который пока наблюдает, он как будто примеряет внешнюю обстановку под себя. Стоит ли мне взаимодействовать с этим человеком буквально или нет? Нужны мне эти двери, нужен мне этот дом или нет? Пока я дай-ка присмотрюсь на местности, что это такое есть. И вот как мы ищем информацию, мы ищем какую-то правду, так мы должны быть честны сами с собой, как будто есть определенная реальность, и нам нужно быть в моменте здесь и сейчас, буквально подмечая в деталях вот по этой карте, так и оставляя за собой какой-то основной наш проект, который должен быть, словно, может быть, коррекцией планов, чем-то дополнен. Вот по этой карте так. Нет чего-то глобального, но честность с самим собой, повторюсь, и непоспешность в наших действиях – залог успеха, мои дорогие, когда мы больше себя сохраняем. Нет закрытых дверей, но это мы будем думать, а нужно ли нам этим заниматься, нужно ли нам что-то повторять, нужно ли нам, повторюсь, входить в этот дом или в этой местности находиться, может быть, буквально так, или на работе на какой-то находиться, или взаимодействовать с каким-то буквально человеком. Здесь должен быть наш холодный расчет. Тут скорее мы отступим полшага назад, словно прицелимся, продумаем, просчитаем и только потом действуем наверняка. Так и где-то, может быть, вопросы партнерства. Не случайно вот то, что я говорила. Пусть это один какой-то человек, но тот, которому мы доверяем, тот, который с нами словно на одной волне, он будет тоже для вас важен, мои дорогие рыбы и рыбки. Дела, работа, бизнес. Карта правосудия, старший аркан. Какие двери? Большие, дубовые. Нет ни ключа, ни ручки. И обратите внимание, трое как будто спорят на подступах возле этой двери, на ступенях. И явно мужчина и женщина другому мужчине, видимо, охранник, они ему пытаются что-то доказать, машут руками, размахивают, да, на чем-то настаивают на своем, а дверь-то остается закрытая. И наш эмоциональный внутренний баланс, весы, да, ну и справедливость. Мы должны быть справедливы сами с собой. Как раз вот у вас выпала юстиция и две, по сути дела, карты и два старших аркана одинаковых. Значит, поступать по закону, не нарушать каких-то правил, приказов, может быть, какого-то протокола, не нарушать того, что принято в обществе, не нарушать какой-то иерархии. Уважение как к иерархии, так и к закону нам гарантирует то, что двери какие-то откроются сами. И где-то вот тот самый закон выступит уже на защиту нас. Мы что-то не должны нарушить. С другой стороны, мы должны быть честны сами с собой. И еще раз нам говорит эта карта. И по пажу мечей ведь тоже мы какую-то ясность добиваемся, потому что есть какая-то правда. Но мы должны разобраться. Какую-то свою внутреннюю правду мы должны согласовать с внешними обстоятельствами. Вот о чем нам говорит карта. И если на дела, работа, бизнес, значит согласование каких-то будет документов или высокие инстанции, или какие-то бюрократические, может быть, составляющие вашего дела, когда
подписать, оформить, повторюсь, у юриста, у нотариуса, у адвоката, узнать, как лучше обустроить тот или иной вопрос. Не должно быть какой-то оплошности. Финансы. Семерка пентаклей. Мы ожидаем деньги. Такое вполне вероятно. Но в этой колоде, посмотрите, нам ничто не мешает. Деньги как будто будут. Нам не говорят, что их будет много. Нет. Но, видимо, мы как будто больше заняты каким-то нашим проектом на будущее. Да и сама-то по себе семерка, она говорит о том, что статика есть какая-то. Нет большого прихода по деньгам. Нет. Но есть какие-то перспективы для нас, которые мы себе планируем на будущее. Девушка открывает двери, и значит закрытых дверей нет. Это вы сами свои возможности открываете в плане прогресса на какую-то далекую перспективу. И девушка у нас голубя выпускает, да, это как буквально ожидание получения, может быть, денег, и они придут, ну, может быть, какая-то задержка, так и может быть оформление каких-то, ну, к примеру, финансовых документов, или у кого-то проиграется согласование, может быть, в банках, или ипотеку вы хотите открыть, но тоже это период какой-то, когда мы подготовим и сами документы, когда побегать еще придется, какие-то обязательства взять, просчитать. У кого-то и так может проиграться, у кого-то, может быть, наоборот, я завершаю этот кредит и теперь спокойно вздохну. Мы все разные, но есть элемент по этой карте, когда нет ничего невозможного. И самое главное, нам никто не мешает. Не мешает что-то осуществить на будущее. Нет помех. Двери открыты как к новым заработкам, как к новым возможностям, к новой работе. Со сменой, может быть, работы будет связано, со сменой учебы. Мы словно на другой этап переходим. Но нет и синкопы, когда мы что-то, знаете, прямо с места в карьер куда-то рвемся. Нет, больше размеренность, какой-то спокойный ритм. И все карты, собственно, нам об этом говорят. Ни император никуда не торопится, да и по правосудию тут спешка нам совершенно не нужна. Скорее будет мешать. Успех нам уже карта гарантирует на последующий период времени. Но мы должны словно прицелиться, присмотреться, сами не спешить. В личной жизни посмотрите, девятка жезлов. В основном это, конечно, карта, когда мы сохраняем сами себя. И в плане сохранения человек несет двери, тяжелые двери, его даже согнуло. Но он выстраивает свою безопасность для своей семьи буквально. Нам показан дом, который требует где-то и ремонта, и который вообще без дверей. И как будто донесет эти двери, поставит их, и семья будет в безопасности. Вот мы словно какую-то дверь, может быть, закроем в последующем, вот совсем скоро. Или решим вопросы по вашему дому, может быть, связанные с ремонтом, может быть, оформлением каких-то жилищных моментов по законодательству, или ну что-то мы тут можем обустраивать. Для кого-то, правда, проиграется переезд. И все вот эти вопросы связаны с благоустройством. Я бы сказала, что даже для тех, кто один или одна, или для тех, кто в паре, именно вопросы благополучия будут для вас наиболее актуальны в личной жизни. Мы что-то делаем, то, что составляет, наверное, вот тот островок безопасности, куда мы можем буквально войти, там, где мы можем отдыхать спокойно, там, где мы можем планировать. Не совсем про новые знакомства, это точно идет речь, но и как будто рыбы и рыбки, у вас другие будут планы побольше, как мне сохранить свой собственный план и собственные позиции, так мне как будто что-то улучшить, не включиться в какой-то новый даже вопрос или в какие-то новые отношения, а наоборот, как будто что-то укрепить для того, чтобы я себя чувствовал уверенно, свободно, надежно. Эти двери несете как будто вы сами. Закрытых нет. Это вам еще их предстоит установить для того, чтобы понимать, где я буду находиться или чем я буду заниматься. И вот когда что-то вы себе окончательно проясните, вот тогда вы эти двери, видимо, окончательно поставите, закроете и будете чувствовать, что мой дом – моя крепость. Есть моменты и по жилищным каким-то вопросам или по вопросам, может быть, вашей паре, вашего дома. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.